В прошлых наших передачах мы рассказали вам об угольщике Класе, сожженном на инквизиторском костре, его жене Соткин, которая умерла от горя, и их сыне Уллиншпигеле, который в огне не горел и в воде не тонул. Мы рассказали о доброй колдунье Котлине, потерявшей рассудок после жестоких пыток, и ее дочери Нелли, о толстопузом простаке Ламе, верном спутнике Уллиншпигеля, и об их приключениях, забавных и достославных во Фландрии и в иных странах. Мы рассказали о злобном короле Филиппе, получившем прозвище Кровавый, и о старшине рыбников в городе Дамме Грейпстювере, по доносу которого сожгли угольщика Класа, отца Уллиншпигеля. С той поры прошло много лет. Уллиншпигель и Ламе исходили немало земель, вербуя солдат армии освобождения гёзов. И вот теперь, когда час освобождения их родины от испанского владычества был уже близок, они держали путь в свой родной город Дамме. Давно уже в Дамме и его окрестностях стали совершаться многочисленные и чудовищные злодеяния. Стоило девушке или старику отправиться в Брюгге, Гент или другой город или местечко Фландрии, имея при себе деньги, и это было кому-нибудь известно, как несчастных путников непременно находили в пути убитыми. Трупы были раздеты догола, и шея их была прокушена столь длинными и острыми зубами, что у всех были раздроблены шейные позвонки. Врачи и цирюльники определили, что раны эти нанесены зубами громадного волка. Разумеется, говорили они, потом явились воры и ограбили жертву волка. Однако, несмотря на все розыски, невозможно было поймать воров. Обыватели Даммы были страшно напуганы, и никто из них не решался выйти ночью без охраны. Стояли жаркие дни. Со спокойного моря не доносилось ни дуновения ветерка. Едва шевелились листья деревьев вдоль каналов Дамме. Стрекозы летали над лугами. С темно-синей лазури раскаленного неба солнце посылало земле пламенный жар. Издалека увидели Ламе и Уллиншпигель высокую и могучую четырехугольную колокольню собора Богоматери. И Ламе сказал: «Там, сын мой, твои горести и твоя любовь». Но Уллиншпигель ничего не ответил. «Скоро, — продолжал Ламе, — я увижу мое старое жилье, а может быть и мою жену». Но Уллиншпигель ничего не ответил. «Ты деревянный человек! — закричал Ламе. — Ты каменное сердце! Неужто ко всему на свете ты бесчувственен? Неужели не трогают тебя ни близость мест, где ты провел юность, ни дорогие тени бедного Класа и несчастный Соткин, этих двух мучеников? Как? Ты не радуешься, не печалишься? Кто же так засушил твое сердце? Взгляни на меня.
как я тревожен и беспокоен, как дрожит мой живот. Взгляни на меня!» Тут лама посмотрел на Уллиншпигеля и увидел, что лицо его бледно, голова опустилась на грудь, губы дрожат, и что он плачет. И Ламме умолк. Так пришли они к домику Котлины, привязали своих ослов и вошли. Был час обеда. На столе стояло блюдо вареного гороха в стручьях и белых бобов. Котлина ела. Нелли стояла подле нее и собиралась полить еду на тарелке Котлины уксусной подливой, которую она только что сняла с очага. Когда Уллиншпигель вошел, Нелли пришла в такое волнение, что поставила в тарелку Котлины горшок с подливой. Уллиншпигель стоял и смотрел на Нелли с нежной улыбкой, пробившейся сквозь его великую печаль. И Нелли, не говоря ни слова, бросилась к нему на шею. Она смеялась, плакала и, раскрасневшись от радости и великого блаженства, только повторяла: «Тиль, Тиль, мой возлюбленный, наконец-то ты вернулся». Ламме стоял у дверей. «Я знаю тебя», — обратилась Нелли к Ламме. «Ты жил на Цапленной улице, ты ищешь свою жену, а я видела ее в Брюгге, где она живет благочестиво и набожно. Когда я спросила, почему она так жестоко покинула своего мужа, она ответила: такова была святая воля Господня и святой обет покаяния, но я уже никогда не вернусь к нему». При этом сообщении Ламме опечалился. Он смотрел на бобы и уксус, а жаворонки с пением поднялись ввысь. Около этого времени, среди бела дня, 15-летняя девочка шла через дюны из Гейста в Кнокке. Никто не боялся за нее, так как все знали, что оборотни и души осужденных на муку адскую нападают только по ночам. Она несла в кошельке 48 серебряных су, всего на 4 золотых флорина, которые ее мать, Тория Питерсон, проживавшая в Гейсте, задолжала за одну покупку ее дяди, проживающему в Кнокке. Девочка по имени Беткин надела свое лучшее платье и весело пошла в путь. Когда она не вернулась к вечеру, мать была встревожилась, но, решив, что девочка осталась переночевать у дяди, успокоилась. На другой день рыбаки, возвратившиеся с уловом с моря, вытащили на берег и перегрузили здесь свою рыбу на повозки, чтобы продать ее гуртом с торгов на рынке в Гейсте. Подымаясь по дороге, покрытой ракушками, они нашли на дюне ограбленный труп девочки. Подойдя ближе, они увидели на ее прокушенной шее следы длинных острых зубов. Покрыв тело девочки плащом, они понесли его в Гейст, в общинный дом. Здесь собрались старшины и подлекарь, который объявил, что это не просто волчьи зубы, а зубы злого оборотня, принявшего вид волка, и что надо молить Господа, чтобы он избавил землю фландерскую от этой напасти. Уллиншпигель отправился к коменданту и заявил ему: «Я убью оборотня». «Откуда у тебя такая уверенность?» – спросил тот. «Пепел класса стучит в мое сердце», – ответил Уллиншпигель. «Дайте мне разрешение работать в общинной кузнице». «Изволь», – сказал комендант. Уллиншпигель, не говоря никому в Дамме ни слова о своем намерении, отправился в кузницу и тайно выковал там отличный большой капкан для ловки диких зверей. Следующий день, суббота, был излюбленным днем оборотня.
И Уллиншпигель вышел из дамбы. У него было с собой письмо коменданта к священнику в Гейсте, а под плащом он нес капкан. Кроме того, он захватил с собой хороший самострел и острый нож. В Гейсте Уллиншпигель направился к священнику и передал ему письмо. Священник сказал ему: «Ты молодец, но знай, что кто бы ни ходил в субботу ночью в дюны, его находят на песке мертвым». «Пепел стучит в мое сердце», — ответил Уллиншпигель. «Ну, если ты так исполнен мужества, я помогу тебе. Если ты не знаешь, на какой дороге тебе ждать оборотня, то стань на той, которая ведет к кладбищу. Она проходит между двух живых изгородей. 2 человека не могут на ней разойтись. Там я и буду поджидать», — сказал Уллиншпигель. «А вы, отец, прикажите и повелите матери Беткин, ее мужу и братьям быть в церкви хорошо вооруженными, прежде чем пробьет вечерний колокол. Если они услышат, что я закричал «чайкой», значит, я видел оборотня. Тогда пусть они ударят в набат и прибегут ко мне на помощь». И он спустился в долину, покачиваясь, точно пьяный. Услышав вдруг дикое завывание, он остановился и при ярком свете луны отчетливо увидел длинную фигуру волка, подвигавшегося к кладбищу. Он снова закачался и пошел по тропинке меж зарослей. Здесь он как будто споткнулся, а сам поставил капкан навстречу оборотню. Затем зарядил самострел, прошел 10 шагов дальше. Он не видел ничего, кроме черных туч, с безумной быстротой мчавшихся по небу, и приземистой короткой коренастой черной фигуры, приближавшейся к нему, и не слышал ничего, кроме жалобного завывания ветра и бушующего моря и скрипа, усеянной ракушками тропинки под тяжелыми неровными шагами. Он притворился, будто хочет сесть, и тяжело упал, будто пьяный, на дорогу. И тут в 2 шагах он услышал лязг железа, потом удары капкана, который захлопнулся, и крик человека. «Оборотень попал передними лапами в ловушку», — размышлял он. «Вот он поднимается, старается сбросить капкан и убежать, но уйти ему от меня не удастся». И он выстрелил из самострела и попал ему в ногу. «Он ранен», — сказал Уллиншпигель, и закричал чайкой. Тотчас с колокольни понеслись звуки набата, и пронзительный голос мальчика закричал на все местечко: «Вставайте, люди спящие! Оборотень пойман!» «Слава Богу!» — сказал Уллиншпигель. Первые прибежали с фонарями Тория, мать убитой Беткин, муж ее Лансом и братья. «Пойман?» — спрашивали они. «Вон он на дороге», — сказал Уллиншпигель. «Слава Богу!» — вскричали они и перекрестились. «Кто там звонит?» — спросил Уллиншпигель. «Это мой старший сын», — ответил Лансам. «Младший бегает по городу, стучится в дома и объявляет, что оборотень пойман. Спасибо тебе». «Пепел стучит в мое сердце», — отвечал Уллиншпигель. Вдруг оборотень заговорил. «Жалься надо мной, Уллиншпигель!» «Волк заговорил!» — изумились все и перекрестились. «Пожалейте!» — продолжал голос. «Помилуйте меня! Пусть смолкнет колокол. Он звонит за упокой души усопших. Я не волк. Мои руки перебиты капканом. Я стар и истекаю кровью. Жальтесь! Что это за пронзительный детский голос, будящий весь город? Жальтесь!» «Я слышал когда-то твой голос!» — крикнул Уллиншпигель. «Ты рыбник, убийца класса, вампир, загрызший девочку. Земляки и землячки, не бойтесь! Это старшина Рыбников, по вине которого умерла в горе Соткин». И одной рукой он схватил его за горло, другой вытащил свой нож. Но Тория, мать убитой Беткин, удержала его. «Возьмите его живьем!» — кричала Тория. «Пусть заплатит на медленном огне, раскаленными клещами, пусть заплатит за все!» И она подняла
лежавшую на дороге вафельницу с длинными ручками. Взглянув на нее при свете факелов, она увидела, что внутри пластинок, изрезанных по брабанскому образцу глубокими бороздами, приделаны еще длинные острые зубья, так что в целом эта вафельница напоминала железную пасть. Когда ее раскрывали, она имела вид разверстого зева охотничьей собаки. Кроме того, рыбник сшил 2 волчьих шкуры в одну. Вот они его всего и закрыли. Оказалось, он прятал их в ящике в гейских дюнах. Между тем, услышав, что оборотень не дьявол, а человек, подошли из Гейста все рыбаки, мужчины и женщины. Некоторые были с фонарями и с горящими факелами. Все кричали: «Подлый убийца! Где ты спрятал золото, которое награбил у своих несчастных жертв? Пусть все отдаст назад!» И с тоской в душе смотрел Уллиншпигель на яростно несущиеся по небу тучи, на море, где сталкивались огненные барашки, и на озаренное светом фонарей и факелов бледное лицо рыбника, который не отрывал от него своего злобного взгляда. И пепел стучал в его сердце. Колокол зазвучал на другой день, созывая судей, старшин и судебных писарей на заседание суда под липу правосудия. Кругом стоял народ. На допросе рыбник не хотел сознаться ни в чем. Он твердил только: «Я беден и стар, жальтесь!» Но народ ревел и кричал: «Ты старый волк, где-то убийца! Не щадите его, господа судьи!» И рыбник был присужден как злодей, убийца, грабитель и богохульник тому, что язык его будет прободен раскаленным железом, правая рука отрублена, а сам он изжарен на медленном огне, и казнь произойдет перед воротами ратуши. «Да здравствует закон!» – закричала толпа. С колокольни собора Богоматери несся погребальный звон, и рыбник заскрежетал зубами, опустил голову и уронил первую свою слезу. А Ламме и Уллиншпигель снова сели на своих ослов и двинулись в путь. По океану, по Шельде, под солнцем, дождем, снегом, градом, зимою и летом носятся корабли восставших гезов. Подняты все паруса, точно лебеди, лебеди белой свободы. Они несутся, они скользят, они летят по реке, накренив паруса до воды, быстрые, как облака под северным ветром, корабли гезов. Кровавый король Филипп получал известие об их победах. Жалкой и свирепой скитался он по переходам замка Валядолида. Он не пел никогда, жестокий тиран. Когда вставала заря, он не смеялся. И когда солнце заливало его владения, он не ощущал в своем сердце ни малейшей радости. Уллиншпигель, Ламме и Неле ежечасно,
ежеминутно рискуя своей шкурой, если речь идет о Ламме и Уллиншпигеле, нежной кожей, если говорить о Нелле, напротив, пели, как птички. Каждый погашенный гёзами костер радовал их больше, чем черного короля пожар целого города. Уллиншпигель и Нелля, сохраняя всю свою молодость, свою силу и красоту, ибо любовь и дух Фландрии не стареют, жили в ожидании, что после стольких тяжелых испытаний можно будет вдохнуть воздух свободы, повеявший над их родной Бельгией. Однажды Нелле захотелось увидеть поближе места, которые были полями сражений. Проходя по лугам и плотинам, они видели маленькие зеленеющие островки, между которыми бурлили морские воды, а на поросших травою холмах, доходивших до дюн, большие стаи чаек, гагар, буревестников. Земля под ногами была усеяна гнездами. Когда Уллиншпигель наклонился, чтобы поднять лежавшее на дороге яйцо, на него с криком налетела чайка. На ее призыв птицы слетели сотнями, тревожно крича, кружась над головой Уллиншпигеля и над соседними гнездами, но не решаясь приблизиться. «Уллиншпигель», — сказала Нелли, — «эти птички просят пощадить их яйца». И, задрожав всем телом, она прибавила: «Мне страшно. Вот солнце заходит, небо побелело, звезды проснулись. Посмотри на землю отцов, где король-палач ради своего жестокого честолюбия погубил такое множество людей». «Пепел стучит в мое сердце», — сказал Уллиншпигель. «Не бойся ничего, Нелли, мы оба, ты сердце Фландрии, я дух Фландрии, дождемся времени, когда прах погибших за землю отцов, рассеянный по миру, осчастливит весь мир». И они уснули. А на утро Нелли протерла глаза и увидела перед собой солнце, восходящее в золотистых туманах, верхушки трав, также залитые золотом, и желтоватые под лучами восходящего солнца перья уснувших чаек. Они, однако, тут же проснулись. Нелли осмотрелась и, увидев спящего Уллиншпигеля, тряхнула его. Но он не шевельнулся, точно мертвый. «Неужели, — воскликнула она, — мой друг умер? Я тоже хочу умереть. О, Тиль, проснись!» Уллиншпигель не пробуждался. Утром второго дня Нелли услышала звук колокольчика и увидела крестьянина, идущего с лопатой. За ним со свечой в руке шли бургомистр и двое старшин, священник из соседней деревни и причетник, державший над ним зонтик. Они остановились подле Нелли, заливавшейся слезами, и смотрели на тело Уллиншпигеля, распростертое на траве и покрытое его платьем. Нелли стала на колени. «Гёс Уллиншпигель умер», — сказал патер, задыхаясь от радости. «Слава Богу! Мужик, копай живее могилу, сними с него одежду». «Нет», — сказала Нелли, вставая, — «с него ничего не снимут, не то ему будет холодно в земле». И, обезумев от горя, она упала, рыдая, на тело Уллиншпигеля, покрывая его поцелуями и слезами. Бургомистр, старшина и крестьянин были исполнены сожаления, но патер не переставал весело твердить: «Великий Гёс умер, слава Богу!» Затем крестьянин вырыл яму, положил в нее Уллиншпигеля
и засыпал песком. И патер произносил над могилой заупокойную молитву. Все кругом преклонили колени. Вдруг под песком все закопошилось, и Улленшпигель, чихая и стряхивая песок с волос, схватил патера за горло. «Инквизитор!» — закричал он. «Ты меня хоронишь живьем во время сна! Где Нелли? Ее тоже похоронили? Кто ты такой?» «Великий Гёс вернулся на этот свет!» — закричал патер. «Господи, владыка, спаси мою душу!» И он убежал, как олень от собак. Нелли подошла к Улленшпигелю. «Поцелуй меня, голубка!» — сказал он. И он снова огляделся вокруг. Крестьянин и причетник убежали вслед за священником, бросив на землю, чтобы легче было бежать, лопату и зонтик. Бургомистр и старшины, зажав от страха уши, стонали, распростертые на траве. Подойдя, Улленшпигель встряхнул их. «Разве возможно, — сказал он, — похоронить Улленшпигеля дух и Нелли, сердце нашей матери Фландрии? И она может уснуть, но умереть никогда. Пойдем, Нелли». И он ушел с ней, распевая свою новую песню. Но никто не знает, когда спел он последнюю. А вот и где моя свита, мои слуги, пажи, стражи, кони, герцогини? А вот и нет ни графини, нет ни коней, будто я святой Антоний во пустыне. А вот они, моя свита, мои слуги, хамы, хапуги, сито, решето. А вот они, мои кони, оба двое, берегут промеж собою кое-что. Ой! Ой, тили-тили-тиль, будем петь и веселиться. Ой, тили-тили-тиль, по ком-то плачет веселиться. А где тот край, где бродяги, словно боги, знаешь, живут себе в чертоге на диване? Сидят и жрут, и подносят им католики вино, а пиво лютеране. А в том краю Мартин Лютер вместе с папой к девкам ходит тихой сапой. Хочу и я, хочу и я попастись на той же травке вместе с Мартин Лютером и папой. Ой, ой, тили-тили-тиль, не успеешь помолиться. Ой, тили-тили-тиль, потом-то плачет веселится. Ой,